начинаю сомневаться, стоит ли нам вообще туда ехать, честно говоря. С ума сойти. Мы нашли с тобой. Я там вижу, дом виднеется, вон там вот. Вон он, видишь? 30 сентября 1967 года. Из пруда пьете? Подчеркнул, если что, через марлю просадил. На огромной территории нашей необъятной родины в буйстве красок природы расположились деревни и села. К сожалению, они вымирают. Везде здесь в деревне вот такие вот разрушенные дома, просто везде, на каждом шагу. И сейчас мы едем к дому, единственному дому, вот опять, вот, пожалуйста. А вот тут вот живет бабушка, единственная жительница деревни. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно с вами пообщаться и узнать у вас про эту деревню? Можно. А что я вам расскажу? Я не знаю, что рассказывать. Но вы же здесь всю жизнь, я так понимаю, прожили. Ага. А сколько этой деревне лет? Я не знаю. Это все до войны. Дом наш тоже до войны ставлен, я не знаю. Ну вам сколько лет, если не секрет? 84. 84. А вас как зовут? Мария. Мария. Меня Рома. Да. Это вот Дима. Ага. И вы здесь, получается, прям с рождения? Да. Сейчас я так понимаю, что вы единственный житель этой деревни. Да. А раньше? Ладно. Ну, раньше у нас много было. И папа мой жил, это мама жили. Все жили тут. Теперь все померли уже. Вот туда вот в лес уходит дорога, где за лесами находится деревня, в которой, как нам сказала бабушка из предыдущей деревни, живет один единственный житель. Едем туда. Ничего себе, как-то это через лес такая идет. Я уже начинаю сомневаться, стоит ли нам вообще туда ехать, честно говоря. Я думаю, что навряд ли. Там вот дальше ты видишь, что происходит? Здесь как бы еще можно проехать. Ну, А здесь специально это, видимо, наложено все, чтобы... Ну вот это вот, конечно, хотелось бы убрать. Ром, я что-то думаю, что может не надо туда ехать. Смотри, там дальше хуже и хуже. Я еду дальше. Ой. Не, ну все, здесь нужно, да. Там мы дальше не проедем. Не проедем. Да, вон там вообще дерево повалено. Здесь только вот следы от трактора. Только трактор может проехать. Конечно, мы здесь никак не проедем. Вон. Мы оставили машину у входа в лес, вот так вот прям на поле. И сейчас постараемся пройти там, где мы не смогли проехать. Почему мы целенаправленно все-таки решили туда идти? Потому что
100%, что там живет человек, единственный житель этой деревни, заброшенной, вымершей деревни. Живет он там как отшельник, как нам сказали. Снимая истории на нашем канале, мы очень часто оказываемся в разных деревнях и селах. И так вышло, что тема того, что они вымирают, нас с Димой очень сильно трогает. И в этом видео мы хотим поразмышлять на эту тему с теми немногими жителями, которые в этих деревнях остались. Мы просто снимаем про русские деревни, ну и хотели, чтобы, может быть, вы рассказали про, вот, не знаю, про вот вашу деревню. Она же так или иначе немножко уже умирает. Уже умерла, не только что умирает. А может, вы выйдете и расскажете, как здесь раньше было? У меня и памяти-то нету. Но меня Ром зовут, это Дима. Ага. Вас Нина Васильевна. Васильевна. Ну, нас вот действительно очень трогает та история, что деревня нынче вымирает. Вымирают, да. Наверное, уже вымерли практически все. Да, наша вот эта сторона, она вся пустая. Вот осталась одна деревня, да там вот. А здесь вот, наверное, 4 деревни, все пустые уже. А я с рождения здесь живу. Здесь, да? 52-го года, да. Ну, вам привозят продукты, да, я так понимаю, родственники? Да, да к нам едет машина. И в четверг, в понедельник ездит, и в четверг. А, сюда заезжает машина. Автолавка, да? Да, автолавка едет. А что там можно купить? Ну что привезет, не знаю. Ну вот помидоры, огурцы вот когда. Ну есть курица, То есть колбаса. в деревню привозят помидоры, огурцы? Ну да. Хлеб, булку. Это уж покупаем молока. А раньше все сами делали. Раньше все сами, и творог, это все. И те же самые помидоры, огурцы. Да, помидоры, огурцы зеленых накладешь, он это в ящики или в сапоги раньше клали, они быстро созреют. Сапоги в валенки на печке поставишь, и они созреют красные. Помидоры. Вкусные и вкусные, а теперь и невкусные, теперь все редкие. Белые помидоры-то невкусные, кислые, а раньше сладкие были. А в деревне остался-то и остался, и наплевать на тебя. В городах как-то все равно, вот, там помощь дают этим престарелым, а в деревне наплевать. С медобслуживанием плохо, вот. Ничего. Ну, то есть жить в деревне это Да. в городе проще. Конечно. Там взял, сходил куда тебе надо, пошел в больницу, надо, пришел, надо в магазин куда-то. А тут нет. А какие плюсы здесь, тем не менее? Никаких, наверное, нету плюсов. Природа вот. Природа. Да, и все. Какие плюсы? Такой вот путь через вот эти вот поваленные деревья, через лесополосу нам предстоит. Где-то 2 километра пешком до туда. Автолавка туда уж точно не приезжает. Во многих историях у нас есть случаи, когда люди живут совершенно без электричества, вот где-то вот так вот в лесах, один человек. Это всегда поражает какой-то своей вообще необычностью. Вот мы вот там остановились, сюда мы не... Хотя мы здесь могли проехать, но вот дальше... Не, здесь бы мы проехали. Не, проехали бы. Ну, на скорости, может быть. Но вот там бы мы точно не проехали, смотри. А это вот от чего? Это от мороза? От того, что был мороз здесь? Нет, снега. Ну, снег типа был. Налипал снег, потом прилипал еще, и так получилось, что я не включил куртку. Ну, как ледяной дождь какой-то, вот такой вот снег липкий, который вот так вот погнул все березы. Вот здесь бы мы проехали. Да, ага. Я про это говорю, что я смотрю туда просто... Почему были подрублены деревья? Потому что там туда трактор уезжает куда-то. Ну да, здесь А вообще здесь все. все. Здесь без вариантов вообще.
Нет, здесь бы мы точно проехали. Да, кстати, здесь бы мы проехали. Я думаю, здесь легко бы не проехали. Ну смотри, вот здесь вот мы взяли чуть правее, правильно? Да. Вот так вот. Здесь чуть левее. Чуть левее здесь. И по прямой. А здесь, в деревне, какая была жизнь? Чем вы жили? Что, клоски собирали в войну, на плиту не давали. А вот после войны, когда был такой подъем очередной? Ну, уже стали в колхозе-то стали уже сеять. Вот это, давали зерна, сколько они туда дадут зерна. Мололи, свои жернова были. Вот, мололи, лепешки пекли. Потом стали уже хлеб печь. Вот. Кто как живет, все знали. Заходили, поздравляли друг друга, как-то, может быть, вместе? Ну, мы собирались просто, да и все. Все деревни. А собирались и что делали? Песни пели. А песни какие пели? Ну, старинные песни. Все песни пели. Про войну больше пели. Вот мы в школе, когда учились, это мы больше про войну пели. В школе, когда учились. Но раньше весело было, не как теперь. И раньше в клуб ходили, плясали и кадрили играли. Раньше из-за клочка земли дрались, ругались, чтобы коровина косить. А теперь вот коси не хочу, никому не надо. Все, вон оно зарастает. Когда народу много было, гуляли все, молодежь собиралась, приезжала из других деревень. Если у нас в нашей деревне праздник, значит едут к нам. Если где-то там, значит в другом месте гуляли. Вот. Самое интересное, что мы так идем, и вместе с вами, со зрителями, мы не знаем, что будет дальше за поворотом. То есть где-то закончится лес, где-то там появятся первые дома или дом один, как это все будет выглядеть. Пока что это совершенно непролазная дорога через лес. Мы потихоньку из леса выходим. Лес остался вот там сзади. Впереди поворот на поле, судя по всему, или какую-то поляну. Но пока признаков жизни мы не видим совершенно. Слушай, я там что-то видел. Где? Слева? Да. Я не понимаю, что это за следы такие. Собачьи или волчины. Да, я вот тоже, я пытаюсь понять, что вот эти вот раз, два, три, вот тут уже раз, два, три. Это уже не это. Да это не собачий, Дим. Не знаю. Прям совсем глушь. Тут висит какой-то, я там вижу, дом виднеется. Вон там вот. Вон он, видишь? Сено скошено. Да. Что-то мне как-то не кажется, что это какой-то замок, в который вообще можно воткнуть ключ. Слышь, Дим? Ну, вот тут вот такая тропинка.
куда-то ведет. Ну, туда куда-то в поле. Никого здесь нету, к сожалению. Хотя кто-то здесь живет. Ух ты. Интересно. В общем, никого здесь нету. Хотя признаки жизни прям есть. Трава свежескошенная. Здесь какие-то вот там вот палки, еще даже вот чай здесь какой-то, да, то есть вот что-то здесь есть, видно, что там миска стоит, кошка здесь бегает, то есть человек куда-то отошел. Он живет в глуши, соответственно, мы думаем, куда он может отойти. И ведут две тропинки. Одна уходит в лес, но она не хожена, а вторая, по которой я вот прошелся вот туда, там, в принципе, хожено. Сейчас мы попробуем поднять, достали коптер и прям по тропинке слетаем туда, посмотрим, может быть, там кто-то есть, может быть, еще где-то мы увидим этого человека, потому что иначе нам просто придется отсюда уйти, потому что солнце на самом деле уже сейчас будет садиться. Проезжаем, едем по дороге. Одна деревня попадается, Да. разрушенная полностью. Да. Вторая деревня, мы прям едем вот прям по дороге, справа, слева, одна, вторая, третья, и никого жителей. Вот. Почему деревни умирают? Ничего не стало. Тут школы были разрушены, сельсовет был разрушен, клубы разрушены. Здесь, что да? детям делать-то? И стали уезжать. Вот еще молодежь и лесом маленько занимается зимой. На этой живут. А больше ничего, у нас никаких этих нету. Совхоз весь давно уже разрушился в 2002 году. Все. Как хотите, так и живите. Жили своим, потом подворным хозяйством, держали 2 коровы, творог варили, сдавали. Вот на этой жили до пенсии, чтобы до пенсии было дожить. Вон он, смотри, сидит, рыбачит. С ума сойти. Я максимально приблизился. Да, просто. А он один? Давай посмотрим. Да. Собаки нет? Ты что за белое пятно? Давай сразу узнаем, просто самую больную мне тему. Нет ли там собаки? Теперь мы уже с Димой вдвоем идем по этой тропинке. Идем навстречу с этим человеком. Сейчас вместе с нами вы с ним познакомитесь. Издалека видно. Вон там вдалеке человек. Кстати, это кофта, которую вот мы делаем, которая посвящена машине, которая сейчас находится у машинаторов ГАЗ-21. По ссылке в описании ее можно приобрести. Он собирает сеть. Нас не видит. Подойдем еще ближе. Тут кто-то открывает. Здравствуйте. Можно? Здравствуйте. Мы не местные. Никого нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, знаете что, мы хотели у вас спросить. Мы просто... Вы можете нам рассказать? Вы здесь давно живете? Я здесь живу 60 лет. Угу. Но рассказать ничего не могу. Я сейчас уже и пока не действует у меня и парализовал, короче говоря. А вам сколько сейчас лет? 89-й год. Ничего себе. Почти 90. Да. А как вас зовут? Нина Нина. По отчеству? Николаевна. Нина Николаевна. Меня Рома. Вот. Меня Дима. А вот я вот этого молодого человека когда-то где-то видела. Возможно. Вот этого? Вот этого. А где, не знаю. А может, похожего. Вот так. Вообще нас не видит.
Здравствуйте. Привет. Привет. Клюет? А? Клюет? Нет, я только сейчас пришел. Вон. Кто клюет? Караси. Караси? Да. Штучек 30-60. Ничего себе. Средненьких, как говорится, таких для кошек, как говорится, для себя покрупнее выберешь. Клюква, рядом болото. Набирай хоть 80 ведер. В паре тот и до собирают. Чернику, Вы тоже собираете? да. И это бруснику, ой, лисичек навалом, как говорится. Когда грибной это год. А вы живете вот здесь, вот в деревне, да? Да, вот тут. Но она такая нежилая, да, получается, совсем? Ну, тут, как говорится, все, как говорится, померли. Один я только здесь, на хуторе в этом вблизи Каньки. Больше нету никого. И вы здесь и летом, и зимой? Да. Слушайте, а я обратил внимание, что у вас в доме, да, электричество к нему не подходит. Потому что, как говорится, тут это... Но нет электричества, да, у вас? Нету. Ага. Никого не живет. А я, когда у меня денег не было, я на пенсию еще не пошел, то где деньги-то платить-то? Ну вот, меня и вырубили, отрезали. А я с фонариком или, как говорится, керосинка. Воду откуда берете? А вон из пруда Из пруда пьете? почерпнул. Или, как говорится, если что, через марлю просадил. Но все равно кипятишь, ведь им нормально, уже привык. А тут куда? Я в Белое Село буду бегать каждый день. По 2 фляги, я по 4 бывает, как говорится. Ну вот если в огурцы, другое дело там засаливать. Вот. Некоторые люди, несмотря на все проблемы, остаются жить в деревне. Некоторые приезжают туда из городов. Напишите в комментариях ваше мнение. Где вам лучше жить? В городе или в деревне? Если бы в деревне были возможности. А куда же больше деваться? Ну, куда? Ну, в город уехать-то. А в город надо квартиру покупать. А где деньги? Вот. Ну, а вы бы хотели отсюда переехать? Хотела бы. Хотела бы? Да а что я тут одна? А если бы здесь было бы хорошо Я бы? говорю, еще бы хоть 2-3 семьи бы жило бы, даже вот так пускай бы было, и я бы не поехала бы никуда, конечно. Не нужно было бы, да? Нет, а зачем? Все есть вроде, все в достатке. Я говорю, товар привозят, а что еще-то нам надо? Тихо, спокойно в деревне. Пошел за грибками, принес малинки, землянички, ну как? Нормально ведь. А в Бежецке, как в городе, надо все денежки. Денежки на базар надо сходить, как говорится, туда-сюда. А тут малина, как говорится. Тут все свое, натуральное, Да, чистое, да. хорошее. Вот, ладно, зять рядом живет, дров навозил, накололи, приложили, все сделали, принесут, дров принесут, мне воды принесут, Помогают вам, в общем. город скопали, да. Жизни вообще нету. Я уже вижу там развалившиеся дома, разбитая дорога. Пожалуйста, приехали. Вот. Самый центр деревни, да? Смотри. И все. Да. Мы как-то ехали, думали, что здесь хоть кто-то есть. Потому что дорога сюда, ну, такая еще сносная была. Мы спокойно проехали. Вот тут вот вход в дом. Дверь. Дверь, кстати, тоже открыта. Весь окна открыты. Все заросло. Когда в такие места заходишь, подходишь к ним, вот это ощущение, что когда-то здесь была жизнь. Вот это вот все, это же вручную сделано. У меня дедушка тоже делал вот такие вот вещи. Лежит.
какой-то, смотрите, совершенно старинный сундук. Газета 30 сентября 1967 года. Наступление с неба. Правда. И все, полная разруха. Вот какие-то фотографии людей, которые здесь жили. Семья. Большой, кстати говоря, дом крепкий. Снимая кадры для этого видео, мы поняли, что на душе скребутся кошки. Нам очень больно видеть разрушенные дома и понимать, что раньше здесь кипела жизнь. Бегали дети, радовались люди. Сейчас здесь нет никого. Лишь дома, которых осталось уже не так много, напоминают о том, что здесь было еще совсем недавно. Там какая-то еще одна фотография. Сейчас обойду вот так вот поближе, вам покажу. Это здесь изображена семья и гроб. Какая-то, в общем-то, молодая девочка лежит. А раньше вот здесь сколько домов было в этой деревне? Порядочно, как говорится, было, наверное, домов 50-60. А когда начало вымирать? Да давно уже. Постепенно все. Ваше мнение, почему сейчас вымирают деревни? Ой, как сказать? Нету, как говорится, ни скотного двора, ни теперь, как говорится, ни коров, ни поросят. Аж жалко, даже заплачешь другой раз, думаешь, господи, как было-то раньше, а теперь вот все заросло раньше, ведь это ни травинки не было, ничего не было, вся деревня выкашивали ведь мы. Одно горе, что там говорить. Вот я уже молодая, сколько уже всех холонила. Вот. Вы, да? По деревне-то, конечно. Молодежь уехала, колхоз развалился. Работы нет. Ну а что делать-то? Разворовали все, как говорится, сушилка была, все, как говорится, зерно как на элеватор, как говорится, поступало. Все разворовали ведь. Дальше есть, машина есть, квартира есть, больше нам ничего не надо. А вы, лапу сосите. У вас какие чувства от того, что вы фактически единственный житель здесь, в этой деревне? Какие у меня плохие чувства. Что, у меня вот дед помер, брат помер, и все в этот год. В марте муж помер, сейчас брат помер. В душе кошки скребут, плачу каждый день, да и все. Хорошо, что сын ездит, приезжает, хоть поможет, покосит, да все поделает. А то одна. Вот зиму как общаться, как жить? Уезжать дом жалко. Все разбомбят, все развезут. Постоянно машины ездят. То одни собирают, то другие чего-то. Все дома вскрывают. Вроде нажили дом хороший, все. А уезжать придется куда-то. Что нужно, чтобы люди жили в деревне? Чтобы деревня процветала, развивалась? Чтобы люди вернулись, может быть, из городов на землю? Не знаю, вряд ли кто сейчас сюда вернется, в эти деревни заброшенные все, борщевиком заросшие.
Не знаю. Чего. А что, люди, может, сделали бы ферму, коров бы доили. Теперь мы рукам же доили. А теперь все электричество. Подключая и это. Теперь работа-то такая. Мы-то вставали в 3 часа, ходили коров доить на ферму, ну. Народу было сколько. Никого, ничего. Ну, Всё. счастливо вам. Да. Всего хорошего. И вам тоже. Успехов. До свидания. Ну ладно, мы поедем. Вам спасибо большое за уделенное ладно. время. Здоровья вам, всего хорошего, Ага, доброго. спасибо вам. Да, чтобы вы как-то чувствовали себя здесь хорошо, чтобы у вас все было хорошо здесь. Мгм. Спасибо, что рассказали, поделились. Да. Вот. Вам здоровья. В первую очередь. Нет уж, надо туда. Ну, Вот таблеток-то наелась. Надо сейчас идти будет в город, закрывать помидорчики, огурчики. мгм. Вот и все. А вас что вы загоняют? Да и начальник гоняет. Ну ладно, поехали, вы, спасибо. Нет, ну правда, ну чей-то наш здешний, Я здесь, я отсюда. чей-то наш. Снимая это видео, мы увидели огромное количество деревень и сел. Мы бывали во многих местах, и, к большому сожалению, почти все они разрушены. Мы видели много домов, мы пообщались с людьми. Нас очень трогает эта тема, и поэтому мы решили сделать такой ролик. Как вы думаете? Нам интересно ваше мнение. Возможно ли такое, что в нашей стране деревни вновь возродятся? И что для этого нужно сделать? Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока.